Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Opel Mokka. Владелец автомобиля купил его в таком виде, вот с такими зазорами. Все это хочет исправить у нас. Очень большой зазор между правым передним крылом и дверью. Большой зазор между крылом и стойкой лобового стекла. Не понравился клиенту зазор бампер-крыло. Если посмотреть вдоль крыла, бампер выпирает. Бампер с капотом стоят совершенно неровно. Бампер утоплен под капот. С левой такая же история. Здесь бампер с крылом стоит более-менее зазор, как и с капотом. И некрасивый зазор между крылом и дверью. К тому же еще есть подмятости внизу. Но это еще не все. Есть повреждения и в задней части кузова. С левой стороны плохо стоит бампер по отношению к крылу. Крышка багажника практически цепляет за бампер. Уже появились сколы на краске. Очень низко опущена крышка по отношению к бамперу. С правой стороны также практически нет зазора. Плохо стоит крышка по отношению к заднему крылу. Крыло как будто выпирает. С левой стороны также крыло выпирает по отношению к крышке. Все это надо нам исправить. Работу начнем с передней части кузова. Поднимем на стапель, разберем машину. Вы на канале Автокрафт, мы начинаем ремонт. Сняли фары, бампер, капот, дворники и жабо. Дворники и жабо сняли, чтобы получить доступ к щиту моторного отсека, так как на нем есть точка середины расстояния между чашками. Через эту точку меряем диагонали. В диагоналях получилась разница. Измерения показали, что правая сторона телевизора утоплена в сторону моторного отсека. Устанавливаем зажим через пластины, чтобы не повредить лак-красочное покрытие. И аккуратно даем натяжку, постоянно измеряя. Установив телевизор в размер, начинаем сборку. Накидываем капот, и чтобы его не пришлось еще раз снимать, сразу устанавливаем дворники и жабо. Отрегулировав капот по крыльям, накидываем фары и, подрихтовывая посадочные места фар и передних болтов крыльев, регулируем зазоры между капотом и фарами. Отдельно хотелось бы поговорить о ремонте. Я имею в виду предыдущий ремонт, который был произведен сразу после аварии. Не всегда в том, что машина не совсем ровная, виноват мастер. Иногда сам клиент, пытаясь сэкономить на ремонте, оговаривает с мастером минимальную сумму. Соответственно, и мастер минимально старается. Получается минимальный результат. Может быть, и в данном случае предыдущий хозяин авто, попав в аварию и решив продать автомобиль, решил сэкономить на ремонте с мыслью «и так продастся». И тогда мы получаем вот такой результат. Закончив с передком, переходим к задней части авто. Снимаем фонари и бампер, чтобы понять, что здесь не так. Сняв бампер, увидели, что в кронштейне бампер-крыло осталась полка бампера. Аккуратно ее вынимаем, будем возвращать ее на место, то есть приварим к бамперу. Край полки, в том месте, где она должна быть приварена к бамперу, окрашен. Это говорит о том, что бампер красили уже с оторванной полкой, которая держалась на честном слове. Либо бампер красили уже на кузове, и полка была оторвана, и на нее попала пыл. Именно из-за того, что край бампера не закреплен, бампер стоял неправильно. Место соединения полки и бампера – это тонкая прерывистая полоска. Не удается даже с первого раза прихватить ее. Но проявив сноровку, обвариваем и устанавливаем бампер на место.
Установив зазор по бамперу и фонарям, переходим к регулировке крышки. Убрав пистоны крепления потолка, получаем доступ к болтам крепления петель крышки к кузову. Откручивая и закручивая их, регулируя зазоры, выставляем крышку в нужное нам положение. Весь ремонт длился 2 дня, и мы такой получили результат. Ровные, одинаковые как с левой, так и с правой стороны, приближенные к заводским зазоры по передней и по задней части кузова. Друзья, если вам понравилось наше видео, не забывайте что-нибудь нажимать под ним. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу таких ремонтов. А самое главное, не забудьте подписаться на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!